Всем привет! Я внезапно решила с вами поболтать, и причиной этому является то, что многие люди спрашивают, как я так сделала объем своих хэллоуинских рисунков, как будто бы выглядит как 3D. Собственно, это, ребят, карта глубины. Она делается довольно просто. Это обычный двухмерный рисунок с картой глубины. Что такое карта глубины? Это, по сути, информация о том, где находится объект по дальности, ближе и дальше от нашего с вами зрения. Чтобы сделать такое трехмерное изображение, я использую SAI и сайт, который называется Depfi. Можно использовать вообще абсолютно другие программы, но мне вот удобно пользоваться этими двумя. В общем, алгоритм создания такой карты глубины достаточно прост. Во-первых, вы разбиваете на главные части, то есть фон, передний план, средний план. Поскольку здесь у меня только два плана, фон черный и, собственно, главный план, я просто разбиваю на девочку и фон. Девочку целиком полностью заливаю одним цветом. Затем я на отдельном слое прорисовываю себе якоря, то есть я отделяю немножко части, которые ближе, дальше, в общем, по отдельности немножко их разбиваю. И потом уже начинаю прорабатывать каждую из этих частей относительно друг друга. Главное, не забывайте почаще отдаляться от рисунка и смотреть на него в общем. И анализировать каждую часть, насколько она должна быть ближе с рядом стоящей частью. То есть вот череп на голове, он ближе к нам, чем голова или нет? Я считаю, что ближе, потому что он надет на голову, то есть он выступает от головы вперед и по сторонам, иначе бы он не наделся на нее. Правильно? Правильно. Коленочки впереди, а рука, которая рядом с ними, она сзади. То есть рука должна быть бледнее, коленки темнее. И еще один такой момент. Конкретно на том сайте, который использую я, объекты, которые находятся ближе к нам, темнее, которые находятся дальше, светлее. Но в других программах может быть совсем наоборот. То есть объекты, которые находятся ближе к нам, будут светлее, а дальше будут темнее. Поэтому в зависимости от того, какую программу вы используете для того, чтобы создать трехмерное изображение, нужно будет вот как-то с этим считаться, обязательно держать в голове. Также обратите внимание, что не должно быть никаких линий в итоговом изображении, а лишь тоновые пятна, потому что линии они будут также объемными. Если вы их нарисуете, то это будет такая кишка или червяк. Ну и все, в завершение остается только открыть сайт, либо программу, в которой вы будете это делать. Я покажу на примере Depfi. Здесь нужно загрузить исходную фотографию, либо рисунок, и потом в открывшейся менюшке добавить к нему карту глубины. Теперь можно тут подергать ползунки, посмотреть, как она двигается, порадоваться и сохранить к себе на компьютер. Гифку либо видео, как пожелаете. Вот, это был пример того, как стоило бы сделать карту глубины и как я вам советую это делать. А теперь я предлагаю вам посмотреть, например, того, как я это делаю обычно. То есть я это делаю абсолютно через задницу, позволю себе сказать. Но почему-то вот мне такой способ импонирует больше, и я им все время занимаюсь и трачу вместо 15-10 минут 30 минут, полчаса. Но чем черт не шутит, почему-то мне это нравится, и я продолжаю так делать, хоть знаю, что это не лучший способ. Кстати говоря, Spin Paint вот этой девочки Друида будет на канале чуть позже, так что не волнуйтесь, я его не пропустила.
Ну и на этой прекрасной ноте я, наверное, с вами попрощаюсь. Приятного просмотра оставшегося кусочка видео. До завтра, наверное, либо не знаю до когда. В общем, до встречи, до свидания.